Здравствуйте! Сегодня я хотел бы показать вам 4 гравюры, 4 сувенирных карточки производства Гознака. Ну, не удивляйтесь, это не то, что вы видите сейчас перед собой. Перед вами американская продукция. Просто все лежит в одном альбоме. И я, так как, наверное, никогда не буду делать каких-то серьезных обзоров на американские сувенирные карточки, просто пролистаю их сейчас, ну, чтобы показать тем, кто никогда на это не обращал внимания, не видел, что такая продукция тоже существует. И вот отмечу, что вот это 66-го года, по-моему, одна из первых, если не самая первая сувенирная карточка. Видите, US Banknote Corporation, 66-й год. Десятилетие традиции американской уже существует выпуска таких карточек. Там серебряная сертификация индейцам известнейший. Ну, их много, посвященные разным нумизматическим, филателистическим событиям. Описывать их как-то так подробно я не буду. Просто как вот начало для ролика. А ролик, собственно, вот об этой продукции Гознака. Вот эти 4 гравюры. Четвертая, она вот здесь вот спряталась. Тоже есть. Вот о чем я сегодня хотел поговорить. Интересная и не совсем обычная продукция середины 2010-х годов производства Гознака. Как я понимаю, эти листы, они были выпущены с той же целью, что и тестовые банкноты, то есть для рекламы возможностей производства Гознака, но понятно, что они ни с какой стороны не похожи на банкноты. Скорее, это что-то вот как раз аналогичное тем американским сувенирным карточкам, которые я показал только что. И с точки зрения материала, то есть это плотный картон, и с точки зрения производства, металлографская печать преимущественно. Ну вот, что-то вот такое же. Ну, собственно, поэтому у меня и в альбоме они рядом лежат. Очень мало по ним на самом деле информации, но есть два момента, почему я решил их показать. Во-первых, они включены вот в этот вот каталог тестовых банкнот мира. Единственное, на текущий момент более-менее полное издание по такой продукции, по тестовым, сувенирным и так далее банкнотам. К сожалению, у нас до сих пор нет какого-то отдельного, более подробного каталога по продукции Гознака, поэтому приходится пользоваться им. И в нем вот видно, что эти 4 карточки, они включены как, каталогизированы как продукция Гознака наряду с тестовыми памятными банкнотами. Вот. И второй момент, почему я делаю такой обзор, потому что их всего 4, ну, по крайней мере, что следует из этого каталога и из того, что я знаю. И все 4 у меня есть, поэтому можно сделать такой законченный обзор, завершенный. Потому что вот с середины 10-х годов я не встречал информации, не видел, чтобы что-то подобное Гознак продолжал выпускать дальше. Вот. Давайте по порядку, давайте идти по тому, как они пронумерованы в этом каталоге. Первая карточка номер 421 Михаил Александрович Врубель «За работой». Гравюра вот с этой фотографии, вот оригинал ее. Портрет выполнен металлографским способом. Под ним у нас здесь, если видите, конгреф, его подписи художника, ну и описание внизу. А никаких выходных данных, года, тиража и так далее здесь нет. Ну, вообще, это лист, печатный лист из 2 карточек, не разрезанный. То есть, как бы, заготовка еще не закончена. То есть, сама карточка закончена, но не разрезана. Я не знаю, насколько это является уникальным экземпляром или распространенным вариантом. Вот в каталоге у нас она отдельно дана. Вот у меня их 2 штуки вот на одном листе. И, судя по всему, она должна быть односторонней. То есть, на обороте в любом случае ничего быть здесь не должно. Ну, вот себя добавлю, что вот с точки зрения лаконичности, оформления, это мой фаворит. Мне эта карточка нравится больше всех из 4. Вот. Дальше у нас идет 422 карточка, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. То есть очевидно, что это 2015 год выпуска. Она у нас двухсторонняя. А на лицевой стороне, если считать эту сторону лицевой, известный памятник изображения известнейшего монумента «Воин-освободитель», памятник советскому солдату с немецкой девочкой на руках, который находится в Трепт-парке в Берлине. А на оборотной стороне портрет Георгия Константиновича Жукова.
И подпись, что гравюра скульптуры воина-освободителя отпечатана металлографским способом на Московской печатной фабрике Госзнака. Вот. Это у нас вторая карточка. Третья карточка, номер 423, посвящена поэту Константину Бальмонту. Его портрет. Вот оригинальная фотография этого портрета. Стихи его, ну, здесь ничего, ни слова не сказано, собственно, о нем, не дано ни имя, ни фамилия, соответственно, вот в каталоге она у нас под знаком вопроса каталогизирована, что поэт, ну, какой не указано. Ну, нам понятно, какой, Константин Бальмонт. Ну, текст аналогичный. Московская печатная фабрика Госзнака, гравюра отпечатана металлографским способом. И последняя карточка, четвертая. Это на самом деле для меня самый такой неоднозначный, непонятный продукт, потому что она, давайте посмотрим повнимательнее, она посвящена 870-летнему юбилею 4 городов. Елец, Козельск, Тула и Брянск. Их гербы здесь приведены. Вот здесь тоже есть конгреф, если видите. 1147, 2016. Ну, очевидно, 2016 это, наверное, год выпуска карточки. Ну, это все понятно, но непонятно, почему именно вот надо было 870-летие, то есть не очень круглая дата, вот таким образом отметить. Оборотная сторона вот так выглядит. Еще у нас старый логотип Госзнака, 2016 год. Что объединяет эти карточки? Они одного размера. Если вы посмотрите, я сантиметрами не буду мерить, в каталоге у нас, наверное, есть. Давайте посмотрим. Да. Вот, они одного размера, и они, очевидно, очень близки по годам выпуска. То есть 2015-2016 год. Но эти две мы не можем каталогизировать, непонятно года выпуска. Ну, если мы сравним по размеру, то очевидно здесь тоже после обрезки, они должны быть примерно такого же размера. Вот такая продукция, 4 карточки Госзнака середины 2010-х годов. Если у вас есть что дополнить или как-то прокомментировать, какую-то более подробную информацию, я буду, честно, очень рад любой новой информации по этому вопросу, потому что на самом деле меня это интересует, мне это интересно. Но в целом спасибо за ваше внимание и увидимся.